Привет, единички второго расклада. И вам достался какой мужчина в твою жизнь спешит, да? Какой мужчина на пороге. И давайте в долгий ящик откладывать не будем. Все, что вам нужно, есть в описании к видео и в закрепленном комментарии. И вы заметили, да, что я все меньше и меньше говорю про проживание арканов, про манифест, про эзотерическую библиотеку, потому что кто успеет, тот успеет. Скоро доступ полностью закроется. Ну или станет в 2 раза больше. Те, кто уже подписан, вам ни о чем переживать не нужно. У вас ничего не поменяется, ни цена, ничего либо другое. Итак, еще раз повторяюсь, все, что нужно в описании к видео. Итак, давайте посмотрим все-таки, кто же этот мужчина на пороге. Итак, единички. Первый вопрос у нас, кто именно, да, этот мужчина и как он появится, когда. Ну, знаешь, это сразу говорю, не новый человек. Это кто-то из твоего прошлого. То есть вы уже знакомы, вы пересекались раньше, давно. То ли вот в юности, то ли вот несколько лет назад. И он был, как вот сказать, на вторых ролях в твоей жизни. То есть знакомый знакомых. Там сосед, одноклассник, из института парнишка. Понимаешь? То есть кто-то из того периода, когда вы оба были другими. Возможно, коллега с прошлой работы. И ты его прекрасно помнишь. Если напряжешь мозги, то вспомнишь лицо даже. Он не был важной фигурой тогда. Нет, он просто рядом был. И ты особо внимания на него не обращал. Может, там здоровали, может, пару раз там разговаривали. То есть ничего серьезного. А вот он тебя запомнил. И сейчас решит вернуться. Внешне он обычный, вот, как говорится, не красавец, от которого в обморок падают. Но он очень приятный, располагающий к себе. Понимаешь? И лицо доброе, взгляд теплый. По характеру, знаешь, он щедрый. Прям вот очень щедрый. Тот, кто тащит все в дом, все к себе в пещеру. Он любит дарить, угощать, помогать. Это все егошнее. А слово егошнее есть в кураптоновском языке. Ему, знаешь, ему важно быть нужным. Важно вот чувствовать, что он делает что-то полезное для других. И работает он в сфере, где людям помогает. Это или медицина, или социалка, или вот благотворительность какая-то. И знаешь, постоянно вот, как сказать, всем помогает. Вот друзьям деньги дает, да, родственникам проблемы решает, соседям мебель таскает. Такой вот вечный волонтер по жизни, понимаешь? Когда появится скоро, в ближайшие недели 4-5, он уже решение принял, что он тебе напишет или позвонит. Уже нашел даже тебя в соцсетях, если ты там есть. И с духом собирается. А повод простой будет. Типа случайно наткнулся, решил узнать, как дела. Но это вранье, конечно. Он специально искал. Специально нашел, специально напишет. Ничего случайного тут не будет. И появится он с желанием вот что-то тебе дать. Но не в этом, не в плане розовых соплей, да, а вот именно помочь, поддержать, полезным быть. Потому что, еще раз повторюсь, ему нужно чувствовать себя нужным. И он решил, что хочет быть нужным вот именно тебе. Узнаешь его по его щедрости.
Понимаешь, как он вот сразу предлагать помощь начнет, сразу там, знаешь, вот такой вот человек и подвезет, и достанет, и решит, и устроит, и машину тебе починит. Это его способ приближаться к людям. Через вот услуги, через подарки и так далее. Что он почувствует к тебе сразу, когда увидит или узнает? Ну, знаешь, тут интересно и немного грустно. С первого взгляда он в тебя не влюбится, сразу выкидывай розовые сопли. Не будет вот этого, там, молния в животе, паразиты, ой, паразиты, эти, как, бабочки в животе, не будет. Не будет вот этого вау-эффекта, понимаешь? Будет другое. Он на тебя посмотрит и почувствует вот сожаление. Прям острое такое сожаление, что тогда давно он не подошел к тебе, что время упустил, что столько лет прошло впустую, когда мог бы рядом с тобой быть. У него, знаешь, внутри сидит какая-то потеря. Недавняя, он кого-то потерял. То ли расстался, то ли его бросили, понимаешь? Что-то произошло, что оставило в нем дыру. И он сейчас в подвешенном состоянии, то есть не понимает, куда двигаться, чего хочет. Он застрял между прошлым и будущим. И не может не отпустить того, что было, и начать что-то новое не может. А тут ты. Вот ты как раз для него связь с тем временем, когда все было хорошо, все было проще. Когда он, как говорится, моложе был, был легче, без вот этого груза потери. Он, знаешь, он смотрит на тебя и такой вспоминает себя того. И ему вот хочется вернуться в то состояние. И вот чувства к тебе, они будут замешаны на вот этой боли. Он потянется к тебе не потому, что ты там классная, да, а потому что ему плохо, и ты напоминаешь ему о хорошем. Ну, не самая здоровая мотивация, да, честно говоря, ну что поделаешь. Активничать сразу он не будет. Атаковать всякими признаниями, приглашениями на свиданиями тоже не будет. Он будет висеть рядом. Иногда писать, там появляться ненавязчиво, да? Но никаких решительных шагов, прям такие супер с вау-эффектом не будет. Потому что он, знаешь, вы объективно, да, он сам не понимает, чего хочет сейчас. Ему нужно время, чтобы разобраться в себе. А пока он разбирается, он будет держаться за тебя, вот как за поплавок. Ты почувствуешь, что он какой-то грустный, да? Что за ним вот тянется шлейф чего-то тяжелого. Он рассказывать про свои проблемы будет, про то, что пережил, да болью делиться. Ну и, конечно, ждать от тебя поддержки. Ну, честно, он сейчас не в том состоянии, чтобы строить отношения. Ему бы вот, как сказать, ну, вот с собой разобраться сначала нужно. Что из-за него изменится в твоей жизни в ближайшие месяцы? Ну, знаешь, изменения будут, но не такие, которые ты ждешь. Ты крутиться начнешь. Вот реально крутиться, жонглировать временем, силами, вниманием, потому что он будет вот требовать участия. Ну, не прямо требовать, он же щедрый и добрый, но так получится, что ты вот постоянно будешь думать о его проблемах, его состоянии, его переживаниях. Ну, как вот сказать вот это вот слово? Ты ему как сказать, как мамочкой станешь, что ли. Понимаешь? А твоя вот эта при этом жизнь, она тоже не остановится. То есть работа, дела, обязанности, все своим чередом. Все это никуда не денется. И тебе вот придется балансировать между своим и егошним. Слово егошнее в кураптоновском языке есть, поправлять меня не нужно. Будешь вот бегать туда-сюда, да, разрываться. И что паршиво, ну, радости от этого не будет. Ты будешь все вот это делать, но будешь пустоту чувствовать. Такое вот, знаешь, типа, а зачем я это делал? Что мне это вообще дает? Почему я время на это трачу, там, энергию? И он будет предлагать тебе что-то там, встречи, дела совместные, помощь свою. А тебе будет как-то вот мимо.
не зацепит. Ты будешь смотреть на все это и думать: "Ну ладно, и что дальше?" И нет, тут депрессии нет. Это вот понимание, что это все не твое, что ты вот ввязалась во что-то вот из жалости, ну или скуки, или там вот желания помочь, а настоящего интереса нет. Ну и счастье от этого, конечно, ну, не прибавляется, да, будем честны друг с другом. Ну, я с тобой, я имею в виду. И месяцы ближайшие после вашего, как сказать, после вашей встречи, они будут нестабильными. То он появляется, то он пропадает, то планы строите, то отменяете, то, как говорится, близко, то далеко. Ну, то есть никакой определенности. И ты просто устанешь от этих качелей. От необходимости все время подстраиваться ты запаришься. От того, что нельзя расслабиться и просто жить. И вот в какой-то момент придется выбирать. Либо продолжать вот это жонглирование, да, и себя терять. Либо сказать стоп и типа мне это не подходит. Сразу скажу, он неплохой человек. Очень хороший. Но он просто не твой. И чем вот раньше ты поймешь, тем меньше времени потеряешь на вот эти американские горки, понимаешь?